Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Этот видеоурок посвящается, как начать узор в круглом глубоком вырезе горловины реглан сверху. Вот в этой кофточке у меня узор ажурные ромбики, и узор вяжется и по переду, и вяжется на спинке. А рукава вяжутся лицевой гладью. Насчет ввязывания этого узора у меня есть отдельное видео на моем канале, мастер-класс, как вязать узор ажурные ромбики. С этим узором у меня ввязана вот такая бежевая кофточка. Здесь у меня реглан сверху с облегающей круглой горловиной. А теперь я вам покажу именно другой расцветка пряжи и именно глубоком круглом вырезе горловины. И когда вяжем вот такой глубокий вырезом, друзья, мы узор должны начать по переду вот с этого места, с обеих сторон. И я вам приготовила отдельную схему. И для спинки отдельно, и для переда отдельно. И воспользуясь этими схемами, мы спокойно сможем начать узор после ввязывания горловины. И здесь заодно оформляем и росток, и регланные линии. Друзья, у нас готовая схема для реглан сверху с этой горловиной. Мы берем 160 петель и вот разделять вот таким образом: на спину 48, на рукава по 20 петель, на перед 68 петель. Для образования ростка мы сокращаем с обеих сторон переда по 10 петель. И для регланной линии у нас по одной петле. Вот я провязала горловину, и для достаточной ширины, которую я хочу, вот эта горловина мы закончим, друзья, когда все наши петли, последний ряд вяжется изнаночными петлями. И вот у нас начало ряда, вот это кончиком пряжи. И теперь мы будем ставить маркировки, разделяя горловину на части кофточки. Вот мы сейчас находимся вот здесь. Теперь на эту сторону мы 24 петли посчитаем, ставим маркировку. Эта сторона тоже у нас 24 петли. Следующий ряд мы все петли провяжем лицевыми петлями, без никаких манипуляций. Раз, два, 23, 24. Ставим черную маркировку. Потом у нас идет вот регланная петля. Перед регланной петлей мы ставим красную маркировку. Вот так. Вот видите, у нас получается здесь две маркировки. Это почему так? Я вам потом все объясню. Здесь вот по нашей схеме тоже видно. Вот мы отсюда пришли, вот черную маркировку поставили, и вот красную маркировку поставили. И у нас регланная линия, вот одна петля, и потом мы посчитаем 20 петель для правой рукава. Регланная петля у нас одна, и 20 петель для рукава. Раз, 2, 19, 20. Теперь мы
ставим красную маркировку. Вот мы ставили вот эту маркировку. Вот эту. Это маркировка для регланной петли, для регланной линии. После маркировки у нас одна регланная петля. Потом ставим черную маркировку. Вот эту маркировку. Теперь посчитаем 68 петель. 68, когда делим перед ровно на 2 половины, вот здесь, у нас получается 34 здесь справа, 34 слева. Мы посчитаем. И ставим в центре тоже маркировку. Сейчас посчитаем 34 петли. Раз, два, 33, 34. Вот здесь ставим белую маркировку. Белая маркировка у нас означает центр переда. Теперь опять посчитаем 34 петли. Раз, два, 33, 34. Вот мы дошли до конца петли переда. Вот мы здесь находимся, вот здесь. Теперь мы ставим здесь черную маркировку. Раньше у нас было начало ряда вот здесь, на спинке. И мы вот так лицевыми петлями провязали, поставили все свои маркировки, вяжем лицевыми петлями. И мы пришли вот сюда. Теперь, друзья, отсюда мы начинаем свои манипуляции. Мы берем накиды возле реглана, провяжем наши рукава 20 петель. Здесь тоже уже возьмем накиды возле реглана. И мы начинаем вязать наш узор на спинке. Вот, значит, мы оформляем регланную линию, берем накид и ставим голубую маркировку. Почему голубую маркировку, друзья? Мы теперь вот это начало ряда перевели вот сюда. Переднюю левую регланную линию. Теперь все наши манипуляции будет начинаться отсюда. Так, взяли накид, голубая маркировка, регланная линия, накид и 20 петель для рукава. 19, 20. Вот, друзья, мы дошли вот до сюда. И здесь мы берем накид, оформляем регланную линию, накид и отмечаем наш реглан вот красной маркировкой. И регланная петля у нас. После регланной петли опять накид. И мы здесь ставим черную маркировку. Вот эту, друзья. И мы здесь на спинке начнем узор. А перед началом вязания узора, друзья, мы обратимся к схеме этого узора. Вот раппорт этого узора. Мы сперва должны найти здесь именно центральную петлю в раппорте. У всех узоров есть свои центральные петли. У одних узоров может быть 2 центральные петли, у других может быть 1 центральная петля. Вот здесь я отметила вот эту центральную петлю, вот, которая находится в центре этого узора. Как вы определяете эту петлю? Когда посмотрите справа и слева, узор отражается зеркально. Или, попроще говоря, все наши знаки, которые находящие справа
от этой петли и находящиеся слева, они отражаются зеркально. Здесь тоже, когда обратите внимание, вот видите, вот эта петля у нас, эта сторона вот так идет лицевая, накид, лицевая, 2 петли вместе. С этой стороны тоже вот лицевая, накид, лицевая, 2 петли вместе. Вот таким образом у нас зеркально отражается. И в центре будет находиться обязательно 1 или 2 петли. А в нашем раппорте это у нас только 1 петля. Вот теперь мы находимся на спинке. Вот это у нас петли спинки. И мы поставили черную маркировку. И спинки петли у нас 48 петель. И потом мы вяжем регланные линии. Здесь, соответственно, мы берем через ряд накиды и добавляются петли с обеих сторон. И у нас здесь добавляются петли на спинке. А пока у нас 48 петель. Когда 48 петель спинки мы в центре пополам делим на 2 части. Эта сторона будет 24 петель, левая сторона будет 24 петель. Мы с вами говорим, правая часть это у нас по правой руке. И левая часть, это говорим по левой руке. Это вы знаете. Это нам дает удобство при понятии. А для нашего узора, чтобы в центре, вот эта петелька попалась в центре, нам нужно, чтобы 48 петель был в нечетном количестве. А у нас в четном количестве. Поэтому мы в центре добавим 1 петлю. При вязании, когда дойдем в центр, мы добавим 1 петлю. Я вам, как добавить петли, я вам покажу на практике. И теперь вот эта 1 петля у нас будет центральная петля в раппорте узора. Вот так. И всегда вяжется, вот здесь как вяжутся вот эти петли. И так на всех рядах будем вязать вот эту петлю. Теперь, друзья, когда посмотрим раппорт, на правую сторону у нас имеется по раппорту 8 петель. И вот это у нас 8 петель справа, а слева у нас имеется 7 петель. Вот всего у нас получается 16 петель. И вот у нас раппорт нашего узора. Мы теперь в центре определились. Вот в центре у нас имеется 1 раппорт узора. Теперь с правой стороны. Вот с 24 петель уберем вот это 8. Останется 16 петель. Значит, здесь тоже помещается у нас 1 раппорт узора, 16 петель. Теперь с левой стороны 24 уберем 7 и останется 17. Здесь остается 17 петель. Значит, это у нас будет 16 петель, 1 раппорт узора и плюс 1 петля. В конце здесь остается 1 петля. Вот видите, мы так распределили все наши петли и спинки по раппорту узора. Значит, это у нас считается раппорт 1. Это у нас раппорт номер 2. И это у нас раппорт номер 3. Вот таким образом мы разделили наши петли по раппорту. И в конце у нас остается 1 петля. И когда мы по реглану вяжем в следующих рядах, у нас через ряд на лицевой стороне с обеих сторон добавляется по 1 петле. Эти петли проникаем в вывязывание узора.
И вот эти деления петель по раппортам узора, друзья, именно соответствуют и к переду. Когда мы вяжем росток, с обеих сторон, справа и слева сокращаем по 10 петель, и в конце у нас остается именно вот 48 петель, равняются петли к спинке. И поэтому у нас начальное распределение петли и по переду идет аналогично. Теперь, друзья, мы как начнем узор. Именно с этого мы сперва определим, какую часть узора мы хотим именно по переду. Вот у нас перед. И вот самое красивое место узора мы определимся вот в начале нашего переда. Вот это у нас центр переда, друзья. Вот центр переда. И наше красивое место узора вот это. Вот эта часть. Это у нас, соответственно, считается один раппорт узора. И мы именно хотим, чтобы начинался наш узор вот отсюда. Чтобы вот эта часть не двигалась ни наверх, или ни вниз, или направо, ни налево. Чтобы именно она расположилась вот здесь. И здесь у нас начинается, вот должен быть первый ряд раппорта. Это мы посмотрим вот таким образом. Потому что когда мы вяжем, друзья, мы вот перед и так вяжем, сверху вниз у нас идет, и спинку тоже самое вяжем. И вот теперь у нас будет правильно все лежать. Вот это центр нашего переда, друзья. И вот центральная петля раппорта узора. И вот у нас, которая отмечена здесь жирными знаками, вот это у нас центральная петля, должен совпадать вот так. Вот, когда мы вяжем, вот здесь вот это раппорт узора должен совпасть вот сюда. Для этого мы теперь как начинаем узор спинки. Именно с какого ряда начинаем. Насчет этого у меня есть отдельное видео, друзья. Там все подробно рассказано. С какого ряда мы начинаем нашу спинку, почему так мы начинаем. Все там подробно рассказано. Вы там посмотрите на всякий случай. Вам будет более понятно здесь. А я вам здесь коротко все объясню. И мы начнем узор на спинке. Один самый ответственный момент, друзья, это с какого ряда начать узор на спинке. Потому что когда мы узор начинаем и провяжем, и росток, чтобы нам точно совпало, когда мы смыкаем круг переда на первый ряд раппорта узора. Для этого у меня все проще, друзья. Вот посмотрим, сколько петель мы сокращаем для ростка. Вот у меня на схеме 10 написано. Значит, по схеме мы посчитаем 10 течетные ряды. Это вот с конца раппорта узора. Вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот я начертила линию. Это у нас совпадает на 13 ряд раппорта узора. Значит, мы с 13 ряда начнем узор на спинке. И когда мы вот этот 31 ряд закончим наш раппорт этого узора. И когда мы начинаем опять с первого ряда раппорта узора, и мы тогда уже здесь смыкаем круг по переду, и перед у нас вот здесь вяжется с первого ряда раппорта узора. И вот таким образом легко будет вам посчитать, с какого ряда начинать спинку. Если у вас по схеме сокращение петель 8,
Значит, вы с конца посчитаете схему 8 нечетных рядов. И начинаете вы, например, с 17 ряда. Если у вас здесь цифра 14, значит, вы здесь с конца посчитаете 14 нечетных рядов. Раз, два, здесь 10, 11, 12, 13, 14. Это у нас совпадает к 5 ряду. Значит, вы спинку начнете вязать с 5 ряда. Вот таким образом мы, значит, друзья, начинаем вязать наш узор на спинке именно с 13 ряда узора. По схеме мы определили, друзья, вот у нас в спинке помещается вот с черной маркировки до следующей черной маркировки у нас 3 раппорта узора и плюс 1 петля. Теперь мы именно должны знать, как вязать, как включать в узор, именно которые здесь добавляются в ходе оформления регланной линии. Здесь через ряд у нас добавляются петли с обеих сторон, и мы эти петли должны включать в узор. Вот, друзья, готовая схема для вязания узора на спине. Это я вам покажу здесь на широком формате. Вот у нас первый раппорт узора, второй раппорт и третий раппорт. И плюс 1 петля в конце третьего раппорта. И это у нас все здесь 48 петель. С краю у нас идут добавление петель по регланной линии. Вот справа, вот слева. И как добавляем, и как вот эти петли мы включаем в узор, вот здесь показано все на схеме. Когда мы будем вязать, мы будем смотреть только вот краешки, которые у нас добавляются петли, и мы посмотрим, как вязать здесь эти петли в узор с обеих сторон, потому что эти краешки немножко отличаются от раппорта узора. Я вам буду показывать каждый раз, когда мы вяжем правую сторону спинки, правую вот эту сторону. И когда мы вяжем левую сторону спинки, я вам покажу вот эту левую часть этой схемы. Вот, друзья, вы помните, мы остановились, когда начали петли спинки в начале и когда поставили черную маркировку. Теперь мы начинаем вязать первый раппорт узора с 13 ряда. Вот отсюда. Вот. Значит, у нас петля начинается с изнаночной петлей. Изнаночная, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые и так далее. Начнем вязание. Изнаночная, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 петли лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, перепоставим наши петельки и вяжем вместе с наклоном влево, лицевая, и с этим у нас закончился один раппорт узора, первый раппорт. Теперь начнем второй раппорт узора. Опять все начинается отсюда. Вот изнаночная, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная. Вот, друзья, мы дошли до центра спинки. Это у нас будет центр второй раппорт узора. И вот здесь мы поднимем одну петлю
Для этого сперва перед этой центральной петлей мы поставим такую фиолетовую маркировку на всякий случай. И мы здесь поднимем такой накид. И вот этот накид мы провяжем. У нас по схеме эта петля должна быть лицевая петля. Провяжем мы, скрещивая, чтобы здесь не было дырочка. Таким образом. Вот. Теперь мы продолжим наше вязание. Следующая петля у нас изнаночная. Лицевая. Накид. 2 лицевые. 2 петли вместе с наклоном влево. Это мы можем вязать вот такой протяжкой. 1 лицевая. Вот мы закончили 2 раппорт узора. Теперь начнем 3 раппорт узора. Изнаночная, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, сделаем протяжку, 1 лицевая и последняя петля у нас, которая вот находится на левой стороне. Вот здесь мы закончили нашу третий раппорт. И последняя вот эта петля у нас считается как первая петля 4-го раппорта узора. Ну, здесь как идет для симметрии. И вяжется изнаночной петлей. Вот мы закончили 13-й ряд узора на спинке. Вот мы дошли до черной маркировки. После черной маркировки у нас пока нету петли, и здесь тоже нету. И мы здесь оформляем нашу регланную линию. Вот красная у нас маркировка. Берем накид, и у нас регланная петля, берем накид. Теперь идут лицевой гладью наши рукава. Вот мы дошли опять для регланной линии. Берем накид до маркировки, регланная петля и берем накид. Вот мы уже пришли к началу нашего переда. Вот у нас вот это знак показывает перед. И здесь тоже мы должны начать узор.